Всех приветствую. Потребовалось 2 дня, чтобы прогноз отработал, и сейчас давайте запишем небольшой апдейт. Посмотрим, что произошло за последние 2 суток на графике. Кроме них, сначала посмотрим новости. В России начали отслеживать недобросовестных владельцев биткоин-кошельков. Заголовок достаточно громкий, но внутри не все так страшно. В России внедрили цифровой сервис для выявления недобросовестных владельцев криптокошельков. Об этом заявил начальник МВД с непроизносимой аббревиатурой ГУЭБППК Андрей Курносенко. Он рассказал, что у них есть такой сервис под названием «Личный кабинет правоохранительного органа», и с помощью аналитического модуля они оперативно получают информацию со всей страны о финансовых рисках для экономики. Они там смотрят сферу лесопромышленного комплекса, ЖКХ, оборонную промышленность, в том числе еще и киберпреступность. И что касается как раз-таки киберпреступности, в систему интегрирован модуль мониторинга криптовалютных транзакций. Как заявил этот мент, уже имеется положительный опыт использования данного инструмента по выявлению недобросовестных владельцев криптокошельков. Фраза достаточно размыта, никакой конкретики, как они вообще дианонят этих недобросовестных товарищей с недобросовестными транзакциями, конечно же, не рассказано. По мне, так этот заголовок направлен на то, чтобы запугать людей и внедрить мысль, что все под контролем, за всеми следим, но по факту, я думаю, они и 10% транзакций не способны отследить. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Еще одна новость из России и про отслеживание перевода денег. Росфинмониторинг заявил, что полный запрет криптовалют контрпродуктивен. Об этом сказал замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд. Хотя криптовалюта все еще используется для преступной деятельности, ведомство против полного запрета цифровых активов в России. Что же он хочет этим сказать? Якобы пусть пользуются криптовалютными транзакциями, все равно мы их отследим. Он заявил, что для противодействия преступному использованию криптовалют Росфинмониторинг и несколько других ведомств запустили сервис анализа транзакций. Прозрачный блокчейн. Уже совсем другое название, не как в предыдущей новости. Также он осознает, что у многих людей уже есть крипта, и многие пользуются криптой, поэтому запрещать нет смысла. Лучше пытаться ее контролировать и отслеживать, потому что после запрета никто ей не перестанет пользоваться, а она уйдет лишь в подполье. Они поддерживают вот такой вариант использования крипты. Запрет на расчеты цифровой валютой, запрет их рекламы, а также необходимость разъяснительной работы о сущности цифровой валюты как высокорискового актива. Они считают, что крипта должна быть приравнена к имуществу и приравнена к предмету преступления, если с криптой будут связаны противоправные действия. А как относится к крипте за границей? Там также не хотят упускать ее из-под контроля, и SEC после того, как произошел скам биржи FTX, потребовала от компаний отчитаться об инвестициях в криптовалюты. Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала от американских компаний публично раскрыть владение цифровыми активами, а также сообщить о ведении бизнеса с любыми криптовалютными фирмами. Эта новость двоякая. С одной стороны, если компании вложились в какую-то ерунду, то после того, как они все это раскроют, может вскрыться, что они, если не банкроты, то близки к этому. Но есть и другая сторона. Возможно, крупные компании не сообщают публично, что они вложились в крипту. И после того, как они раскроют эту информацию, и все узнают, что они не банкроты, допустим, и все у них прекрасно и хорошо, и заработали они на этом какую-то солидную сумму, это даже может помочь росту криптовалюты, как это было в свое время, когда Илон Маск заявил, что он и его компашка вложилась в биток. Ну а вот заявление SEC.
При выполнении обязательств по раскрытию информации компании должны принимать во внимание необходимость учета и работы с криптовалютами, включая бизнес-связи, факторы риска и аналитику. Также не просто они должны будут рассказать, а еще и описать, как банкротство той или иной криптокомпании повлияло на их бизнес, какие шаги были предприняты для защиты криптоактивов пользователей. Мне кажется, данная инициатива неплохая, лучше уже знать о проблемах компании, в которую ты вложился, либо как-то связан с ней, чем просто находиться в неведении и в один момент потерять все. А вот с этой новости я вообще посмеялся. В США предложили изучить влияние майнинга биткоина на экологию, то есть несколько лет они кошмарят и говорят, что все мы знаем, что майнинг ужасен, и тут в конце 2022 года они предложили изучить влияние майнинга. Это бред какой-то. То есть, получается, если он не изучен, этот майнинг, то вы до этого пороли какую-то ерунду. Законодатели США представили законопроект, который требует от Агентства по охране окружающей среды провести всестороннее исследование воздействия индустрии майнинга на экологию. Объекты криптомайнинга не только подрывают наши усилия по борьбе с климатическим кризисом, но также могут загрязнять близлежащие сообщества. Предоставление этой отрасли безнаказанности за причинение такого вреда окружающей среде противоречит многочисленным федеральным политикам. И мы должны понимать весь вред, который представляет эта отрасль. Опять одна и та же тема появляется тогда, когда нужно закошмарить биток. Хотя тема экологии поднималась уже несколько лет назад и постоянно это делают. Ну, в блоке новостей давайте посмотрим одну хорошую хотя бы новость. Это PayPal анонсировал получение разрешения на работу с криптоактивами в Люксембурге. Они заявляют, что в ближайшие дни готовы предоставить криптовалютные услуги пользователей криптосервиса в Люксембурге. Они завершают процедуру согласования с регуляторами и законодателями, создают правила работы, которые устроят инвесторов, клиентов площадки и чиновников. И, если все пройдет гладко, то PayPal собирается позволить клиентам из этой страны хранить, покупать и продавать крипту через веб-сайт, приложения и другие криптовалютные платформы. Лицензия в Люксембурге может стать началом экспансии компании в остальные 26 стран объединения Евросоюза. Поэтому, хоть Люксембург и маленькая страна, но это огромный шаг для криптоиндустрии. Теперь давайте посмотрим график. Биткоин у нас на часовике показал рост. Открываем рисунки мои, что я рисовал. 2 дня назад я ожидал небольшое снижение и поход наверх. В принципе, все так и случилось. Единственное, на разных графиках, на разных биржах падение было достаточно сильно отличающимся друг от друга. Например, на Binance мы вот эта тень не дошла до дна, а на бирже, например, Bitstamp, эта тень обновила локальный лой. Тем самым как раз таки и отработала прогноз, о котором я говорил, дорисовку вот этого нисходящего движения. В любом случае, пошли наверх, и давайте посмотрим, после того, как мы отработали прогноз, то прошло гладко, что теперь может ожидать дальше. Сразу покажу на 15 минутках. Здесь у нас движение очень похоже опять на треугольник. Опять мы закручиваемся в формацию, которая формирует нисходящие, понижающиеся хаи и повышающиеся лои. Очень похоже на треугольник. И, как вы знаете, треугольник — это у нас предпоследняя волна в структуре старшего порядка, то есть еще один импульс наверх здесь в приоритете. Перейдем на 4 часа. Здесь у меня отмечена зона, куда мы можем прийти. Давайте ее обновим в конце недели. После всех этих движений все ли здесь осталось без изменений. Оптимальная зона немного снизилась. И сейчас нижняя грань находится на уровне 17538. Для еще большей точности переходим на часовик и посмотрим во внутренней структуре расчетную зону. На вот этой желтой структуре 5-я волна может завершиться уже вот здесь. Зона уточнена. Да, есть совпадение, но можем добить только до верхней грани. Это у нас предыдущий пик волны 3. Это 17450. Ну и для интереса давайте на 15 минутках посмотрим, куда нас может ожидать вот этот выстрел из треугольника. Так как на Binance мы не добили до самого лоя, здесь можно движение немного по-другому интерпретировать, как, например, уже волну 1, 2, 3, 4, 5. Здесь тоже зона совпадает, находится она вот здесь, примерно на 17500, но в любом случае мы уже достаточно близки к зоне, откуда мы можем начать коррекцию вниз. Да, это все вероятности, мы можем сейчас хоть улететь здесь на Луну, я имею в виду, цена биткоина может сильно вырасти и сломать нам все здесь разволновки, но мы прикидываем лишь, какие существуют вероятности и что на данный момент, по моему мнению, здесь более логично, так сказать, более вероятно. И для меня сейчас, вероятнее всего, это еще один прострел наверх, минимум вот до пика волны 3 в эту зону.
Можем даже не долететь до расчетных зон. Ну вот сюда можем дать еще. Тут достаточно немного, 1-2%. Стоит это ли того или нет, решать вам. Но по моему мнению, вероятнее всего после локального роста возможно коррекция опять вот в эту большую проторговку, откуда будем смотреть дальнейшие перспективы движения битка. Посмотрим, что у нас на эфириуме. Здесь у нас все так же. Предполагался рост. Он у нас прекрасно отработал. И цена сходила наверх. Зона окончания вот этой пятой волны начинается с пика волны 3. То есть также по аналогии с биткоином может быть прострел еще наверх. Минимум до пика волны 3, но возможен и перехай. И затем разворот в большую четверку. Относительно большую четверку. Потому что здесь также не так уж и много. И давайте посмотрим еще один график. Trust Wallet Token я отмечал. Здесь, по-моему, также прогноз отработал. Да, на 4 часа идем. Когда последний раз мы смотрели, предполагался рост. Также движение было закручено в треугольник. И было два варианта. Либо сразу из треугольника наверх, либо поход вниз и также наверх. В любом случае вероятным движением был рост. И поэтому все так и произошло. Вариант отработал первый. С треугольника сразу вышли наверх. Все эти зоны убираю. Эту зону убираю. Что нас сейчас может здесь ждать? Если мы пятерку здесь отработали, что вполне вероятно, мы можем направиться теперь вниз. На дневном графике мы видим здесь, как пропали объемы, то есть рост у нас есть, объемов нет. Такое фейковое движение. Плюс дивер на индикаторе. В общем, поставлю здесь уровень и нарисую свой прогноз. Это движение вниз. И давайте предположим, куда может это движение направиться. Вот она, оптимальная зона коррекции. Плюс здесь проторговка. И думаю, вполне можем к нижней грани сходить. Вот сюда. На уровень примерно в зону, начинающуюся с 2 баксов. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!